Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Ферат потрясен услышанным и замолкает. Баран отводит Дилана в сторону и спрашивает, почему Ферат так молчит. Дилан успокаивает его, говоря, что это нормально, дайте ему немного времени. Затем Ферат думает о том, как Хасан зарядил его, выхватывает пистолет и бежит за ним. Все умоляют, не делай этого, Ферат. Ферат поворачивается и смотрит только в глаза Гюлю. Затем Берон отправляет дам внутрь. Внутри они молятся и плачут от беспокойства, надеясь, что ничего не произойдет. Когда Баран говорит Ферату, давай поговорим, какая польза от того, что ты делаешь. Джихан плачет и говорит, да, мой брат прав, мы только что собрались вместе, не делай этого. Когда Хасан говорит, что братья правы, Ферат злится еще больше. Господин Кудрет плачет, не делай этого, сын мой, не имеет значения, что говорит Хасан, слушай своих братьев, сын мой, не делай этого. Ферат противостоит ему, говоря, ты действовал для меня как отец. Все, что ты сделал, это посеял семена зла. Сколько бы Баран ни говорил, не помогает, он снова направляет пистолет Хасану в голову. Он говорит, что этот человек умрет, потому что убил невинного ребенка. Понимая, что Ферат собирается нажать на курок, Баран тут же прыгает к Ферату в руку, поворачивает пистолет в другую сторону и обнимает Ферата. Дамы в страхе выбегают, и Берон пытается их успокоить, говоря, что все в порядке, ни с кем ничего не случилось. Тем временем Хасан тут же убегает. Пока Ясмин и Харун поздно разговляются в Цеврии, Джевдет спрашивает, почему у вас не было ифтара до этого часа, и Харун говорит, что Ясмин пошутила, сказав, что вор ворвался. Ясмин очень стыдно за то, что она сделала. Пока Херкис сидит в гостиной и думает о том, что сейчас делать с Фератом, Дилан говорит, надо подождать еще немного. Если мы пойдем к нему прямо сейчас, он может сломать это в гневе, но позже он станет больше всего расстроен этим. Баран говорит, я думаю, что Ферат будет оставаться замкнутым, он делал это, когда был маленьким. Когда Гуль расстраивается из-за того, что она бесполезна для Ферата, Дилан говорит, что твоего существования достаточно, Ферат знает, что ты будешь с ним, когда он захочет, будь сильным. Наконец они решают терпеливо ждать. Цеврия ругает Ясмин и просит ее больше не поступать подобным образом. Гуль не может стоять рядом с Фератом, который сидит один снаружи, кладет ему на спину руно и говорит, «Я люблю тебя, тебе нужно побыть одному, чтобы все это переварить, я ничего не могу сделать, кроме как ждать, но знай, что я приду. Бегу к тебе, когда захочешь», кладет голову ему на плечо и плачет, затем уходит внутрь. Тем временем Баран и Дилан наблюдают за ними из своей комнаты. Баран говорит, я думал, он разговаривает с Гулем. Дилан говорит, но теперь он не знает, что кому сказать и что делать. Когда он говорит, что лучше подождать до завтра, Берон говорит, что ты прав, я не возражаю. Затем он поворачивается к Дилану и говорит, ты тоже много страдал, ты искал своих родителей по одному следу. Дилан говорит, что это было сложно, но ты всегда был со мной, я доверял тебе. Баран говорит, ты сегодня очень устал, отдохни немного, и они ложатся спать. Баран встает рано и наблюдает за Фератом, который все еще сидит в саду. Он говорит Дилану, что в последнее время ты слишком пренебрегаешь собой, и я не могу о тебе позаботиться, и спрашивает, принимаешь ли ты витамины. Дилан обещает тебе, что ты не будешь беспокоить меня посреди всего этого, сказав, что я хорошо позабочусь о нашем ребенке. Утром все собираются в зале, и когда господин Кудрет говорит, не выдержу, пойду поговорю, Баран ему мешает. Дилан говорит, что если мы немного успокоимся, Ферат придет к нам, когда почувствует, что готов. Господин Кудрет покидает особняк со словами, я не могу сидеть на месте. Позвольте мне пойти и поговорить с Надиром. Есть ли какие-нибудь новости о Джавахире? В то время как Хасан умолял Гэжу Азаде, они в ярости, они собираются убить меня, помогите мне,
я осталась одна в этом большом мире, госпожа Азади говорит, иди и позаботься о себе, я не в настроении смотреть на чье-то лицо. В этот момент господин Кудрет кричит, что вы еще здесь делаете? Он кричит, откройте уши, слушайте меня внимательно, уходите отсюда, иначе вы останетесь в руках одного из нас. Дилан сказал, давай подождем, но когда Ферат сказал, что нет звука, Баран говорит, пойдем поговорим, мы ждем, пока он скажет окей, нам очень хочется обнять его и обнять. Затем он говорит Дилану, что бы я делал, если бы у меня не было тебя. Я рад, что ты у меня есть. Что бы я мог сделать из злости на своего дядю без тебя, но он будет наказан. Когда Дилан говорит, что одиночество – самое большое наказание для него, если бы он только понял, Баран понесет наказание за ожидание такого, говорит «пойдем», и они идут и садятся рядом с Фератом. Дилан говорит, я знаю, что ты пострадал от большой несправедливости, мы с тобой были разлучены со своими семьями, я благодарен, что с этого момента нашел свою мать, я только что почувствовал ее тепло. Он говорит, оказывается, то, что госпожа Ханифе делала в течение многих лет, не было материнством. Я понял это, когда обнял свою мать, и вы поймете, когда обнимете своего отца, братьев и сестер. На самом деле вам очень повезло, вам не обязательно называть свою семью, как я, твой дядя, которого ты хотел бы видеть своим отцом, на самом деле является твоим отцом, не говоря уже о твоих братьях. Пустота внутри тебя сейчас заполняется, и кусочки встают на свои места. Ферат говорит, что семья – это порт, убежище, мы все будем с тобой и исцелим этого раненого ребенка внутри тебя. Ферат не реагирует и просто слушает. Пока Харун сидит за столом, Ясмин пытается остаться, когда садится напротив него. «Ясмин, садись, мне есть о чем поговорить, я знаю, что сделала неправильно, но Сельма тоже виновата, возможно, твое сердце упало на нее. Пока мы говорили о том, что иногда, когда ты напуган, ты думаешь, что такое то, чего ты боишься, реально», Харун ответил, «Ладно, неважно, Ясмин, это случилось сейчас». Ясмин сказала, я не собираюсь говорить тебе ни слова 40 раз. Он злится и выходит из-за стола. Харун улыбается и говорит, ну, мисс Ясмин, я не собираюсь сразу с вами мириться. Затем он достает шкатулку для драгоценностей из кармана, смотрит на ваше ожерелье и кладет ее обратно в карман, говоря, это удача. Баран говорит, я держал своего брата Джихана под своей опекой в течение многих лет, чтобы он не расстраивался. Если бы я только знал, я бы тоже позаботился о тебе. Он говорит, я не видел тебя перед моими глазами в течение многих лет. Еще не поздно, брат, если хочешь, у тебя есть отец, брат и брат, которые очень хотят тебя обнять и держать за руку. Когда Баран и Дилан собирались встать, я приходил вот так, когда Ферат был маленьким. Всякий раз, когда мне было грустно и одиноко, я переводил дыхание здесь. Я посадил это дерево вместе со своей тетей Айтен. Каждый раз, когда я приходил, я говорила и переживала об этом дереве так, как будто разговариваю с ней, потому что только моя тетя Айтен любила меня и помнит те дни. Когда Дилан говорит Джавахиру, что ты уже был как брат, сам того не зная, ты рисковал собственной жизнью ради своих братьев в своей последней игре, Баран не может сдержать слез. Затем они говорят Ферату, ты сказал, что поговоришь с моей тетей Айтен, но теперь поговори со своей матерью, я уверен, что она скажет тебе приятное слово. Давай оставим тебя на некоторое время в покое, и они покидают сторону Ферата. Когда пришел Дилан, что сказал Гуль? Если ты сказала, что Гуль тебя ждет, Дилан говорит, разве Гуль не знает, не бойся за мужа, продолжай доверять, он не сделает ничего плохого. Джавахир спрятал деньги и велит Шаиру пойти по адресу, который я вам дам, забрать оттуда деньги и собрать людей, чтобы стрелять в Карабеев. Госпожа Кадер сообщает Гэже Сабихе, что госпожа Азади в то время оттолкнула ее и что она не ожидала от нее ничего подобного. Карабеи сидят за столом, но когда Дилан теряет аппетит, Сабиха Ханем и Баран настаивают, чтобы он поел.
Ясмин, сама того не осознавая, выпила просроченное молоко, чувствует себя плохо и звонит Харуну, но Харун думает, что это снова игра, и не верит ей. Ясмин заболевает и падает на землю, а Харун продолжает лениво идти. Поэт находит несколько человек, говорит им, что делать, и говорит, что если кто-нибудь ошибется в Джавахире, я уничтожу их, и они отправляются в путь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.